Привет, Cover Project. Меня зовут Наталья Вологдина-Никина. Я дизайнер и главный архитектор Зерно Бюро. Сегодня у нас будет необычный выпуск. В этом выпуске я хотела бы поделиться с вами нашим опытом работы над квартирами с готовой отделкой от застройщика. Год назад мы реализовали проект в этом комплексе. На самом деле, первое, что меня поразило, это планировка. Планировочные решения супер грамотные. Плюс белые стены — это свет и воздух, которого не хватает практически везде у нас в Москве, поэтому это можно обратить в плюсы и не тратить время на перекраски, оставить как есть. Это отличная основа и коробка для того, чтобы мы что-то интересное на них разместили. Очень важно, вообще это, наверное, самое важное, какая планировка у квартиры, потому что это то, что позволяет дизайнеру действительно сохранить все необходимые оси, сохранить все необходимые визуальные точки. Когда мы делаем квартиры с нуля, мы этому уделяем огромное количество времени и внимания. И если кто-то сделал это до нас и сделал это грамотно, то это, конечно, браво и невероятный плюс, потому что пространство живет гармоничной, правильной жизнью только когда оно действительно с архитектурной точки зрения спроектировано правильно. Хотела немножко рассказать о том, что отделка от застройщика бывает разная, это правда. На что нужно обратить внимание для того, чтобы дизайнеру, когда он попадает в это пространство, если клиент приглашает дизайнера, чтобы не захотелось дизайнеру все вынести и поменять. В первую очередь, как мы любим говорить, квартира должна быть действительно чистым холстом. Но этот холст должен обязательно обладать несколькими важными параметрами, которые действительно всеядные и с которыми всем захочется работать. Первое – натуральные полы красивого сложного оттенка. То есть это тот показатель, который действительно позволит принять любые цветовые сочетания в дальнейшем. И покрасить стены, и сделать что-то более яркое, и что-то более нейтральное. Это то, что дает возможность применить творчество. С помощью профессионалов, дизайнеров, декораторов в течение быстрого количества времени можно привнести в эту квартиру мебель, искусство, текстиль, декор, и квартира уже становится жилой и индивидуальной. Естественно, все отделки по мебели, по столярке, мы просто много используем столярки, и, опять же, совершенно несложно в интерьерах с готовой отделкой от застройщика использовать индивидуальные предметы мебели, индивидуальные предметы планировочных каких-то решений именно внутри пространства. Все это готово и способно изменить очень сильно восприятие общее от квартиры. Естественно, искусство. Искусство — это живая субстанция, которая очень сильно меняет ощущение от пространства и очень сильно меняет тот вайб, которым дышит квартира та или иная. Санузлы — это тоже действительно очень важная тема, потому что они должны не напрягать, они должны быть в хорошей отделке, с хорошими материалами, они должны закрывать все необходимые потребности клиентов для того, чтобы там были и ванны, и души, и вся сантехника на хорошем уровне, для того, чтобы было удобно, опять же, пользоваться. То есть это все с точки зрения эргономики должно быть максимально продумано, с точки зрения материалов должно быть на высоком уровне. И вот с этим мы можем действительно работать, добавлять туда акценты, добавлять какие-то цветовые решения, добавлять арт, в том числе санузлы, мы очень любим тоже это делать, и тогда пространство будет оживать. Кухня обязательно должна быть грамотно спланирована. Это очень важно. Эргономика кухонного пространства — это то, что позволяет вам потом не думать о том, как вам комфортно готовить, как вам комфортно находиться там каждый день, 3 раза в день в кухонном пространстве. Когда мы думали о том, в какой стилистике создавать наш проект, мы поняли, что мы в целом не ограничены в стиле вообще. То есть пространство настолько принимающее и настолько действительно как классный чистый холст, что оно бы подсветило и приняло любое стилистическое решение, любые цветовые палитры и акценты. И в этом, конечно, был большой плюс, потому что это свобода, абсолютное творчество и проявление нас как дизайнеров.
Нижнем городе созданы все условия для комфортной жизни и работы. Здесь размещены детский садик, кафе и рестораны, кибердом. Можно жить и работать на Лаке, полностью не выходя за пределы квартала. Мы хотели и мы реализовали возможность жить и работать практически в одном месте. У тебя есть все для твоей комфортной жизни. Мы пошли немножко по другому пути, и я считаю, что этот путь более правильный для жителей, потому что большинство девелоперов-застройщиков поступает следующим образом. Мы строим дом на первых этажах, мы открываем некую социальную инфраструктуру, там кафе, рестораны, некая химчистка, но при этом теряется приватность. У тебя на первых этажах в твоем же доме кто-то заходит, кто-то что-то делает. И мы решили избежать этого. У нас получилось сделать приватную инфраструктуру верхнего города, при этом с возможностью пользоваться всеми удобствами нижнего города, социокультурного кластера. Когда мы строили нижний город, мы решили построить не просто квартал, мы решили вписать Лаки уже в имеющийся район. Поэтому мы не только строили, но мы и реконструировали. На самом деле на Нижнем городе большинство зданий не вновь построенных, а именно реконструированных. Мы решили сохранить дух старой Москвы. При реализации Лаки мы столкнулись с множеством проблем, в том числе пандемия, санкции, макроэкономические проблемы. Но, несмотря на это все, мы реализовали все обещания, данные перед клиентами. Мы установили итальянское оборудование, поставили немецкую технику. Мы выполнили все обещания, которые давали перед собственником. Существует 3 варианта передачи квартир. Первый вариант – это когда квартира передается просто в бетоне без какого-либо ремонта. Второй вариант – это ремонт, грубо говоря, чтобы человек мог заехать и начать жить, и в дальнейшем он это переделывает, ремонт. И третий вариант, который мы смогли реализовать, это полностью все квартиры, выполненные с отделкой. На Лаке мы пытались сократить срок с момента получения ключей до момента комфортной жизни в несколько раз. И с учетом того, что этот срок составляет от 5 до 7 лет, готовая отделка позволяет сократить этот срок до 1,5-2 лет. Жителю просто необходимо заехать и начать жить. Да, переезд требует определенного временного промежутка. Да, системы требуют определенной наладки на начальном этапе. Но в любом случае мы сокращаем этот срок в 2-3 раза. Когда мы первый раз сюда попали, удивила в первую очередь продуманность архитектурных строений на территории. На самом деле территория очень небольшая, и при этом очень много жилых корпусов на ней расположено. Обычно это выглядит как нагромождение одного на другое, и кажется, что будут все квартиры окна в окна расположены. Но мы были на самом деле приятно удивлены, потому что архитектурная задача была сделана на отлично. И очень много плюсов в плане планировочных решений, очень много плюсов в плане того, какие виды открываются из большинства окон. Когда заходишь, ты попадаешь в общее лобби для всех зданий. Это на самом деле очень интересная придумка и задумка, потому что так не всегда бывает в жилых кварталах. И лобби очень красиво оформлено, принимающее, и оно сразу настраивает на определенную стилистическую задачу, которая прослеживается во всем комплексе. Из лобби мы попадаем на внутреннюю приватную территорию жилого квартала. Она небольшая, но очень уютно скроена, классно расположены и посажены растения, деревья и кустарники. Выглядит все очень стильно, все по последнему слову ландшафтного дизайна. Но при этом супер классно, что есть еще и общественная территория, которая не только для жителей жилого квартала Лаки, но и для близлежащих домов и близлежащих кварталов открыто, и это очень здорово, потому что мне кажется, что классно, когда поделиться какими-то нововведениями, урбанистическими, удобными, модными, классными заведениями, спортивными комплексами можно не только исключительно эксклюзивно с жителями жилого квартала, но и со всеми вокруг. Это такая welcome очень история, которая большой плюс для застройщика с нашей точки зрения. Мало просто построить здание, мало просто построить инженерное оборудование. Это необходимо запустить
Мы также занимались не только строительством, но и запуском всех инженерных систем. Также мы занимались запуском не только инженерных систем, но и выстраиванием, скажем так, неких социальных моментов. Мы столкнулись со следующими проблемами. Жители начали заезжать. Кому-то нужен лифт, кому-то нужна доставка, кому-то нужно, я не знаю, помочь с переездом. Мы со своей стороны по максимуму старались помочь собственникам, чтобы вот эти 1,5-2 года прошли для них максимально комфортно. Но опять же, повторю, все должны понимать, первые 1,5-2 года — это не город-сад. Это заезды, это переезды, это действительно некие шумы от того, что кто-то переезжает, кто-то что-то все-таки делает у себя в квартире. В рамках отделки мы поставили дорогое итальянское сантехническое оборудование. Для того, чтобы данное сантехническое оборудование работало, необходимо понимать следующий момент. Мы должны понимать, что подача воды, которая осуществляется на данное инженерное оборудование, должна быть специально очищена. На ВАКе мы установили систему очистки, систему смягчения воды, которая позволяет давать воду, скажем так, выше нормативных качеств. Если мы говорим про вентиляцию, то у нас она приточно-вытяжная вентиляция. А система фильтрации. У нас есть как подача воздуха, так и забор воздуха из квартир. А, разумеется, на всех установках установлена система фильтрации. Мы понимаем, какой воздух в Москве, понимаем, что его необходимо фильтровать. Поэтому в квартиру у нас поступает очищенный, подготовленный воздух. Мало купить квартиру. Нужно понимать, как ее обслуживать и как ее содержать. Нужно понимать, что ты живешь в социуме, что ты купил квартиру в многоквартирном доме, что любую систему необходимо обслуживать. Ее необходимо не только запустить, но и регулярно обслуживать. Вот одна из моих задач — донести, помочь собственнику разобраться в этих системах, показать, как что работает, и чтобы он в дальнейшем сам уже мог что-то сделать. Лаки действительно стал местом притяжения не только для жителей самого квартала, но и для москвичей и приезжих. Действительно, я вот постоянно нахожусь на данном объекте в сфере своей работы и вижу не только жителей, но вижу ребят, которые приходят, смотрят, фотографируются, устраивают фотосессии. Действительно место притяжения, ставят хэштеги, лайки и тому подобные вещи, все это происходит. Подходишь иногда сам, общаешься, рассказываешь что-то показываешь. Действительно, у людей вызывает интерес такой район, такой небольшой квартал, который у нас получилось реализовать в центре Москвы. Ни в коем случае не надо нам, дизайнерам, бояться квартир с готовой отделкой от застройщика. Мы всегда, как профессионалы, найдем, как можно трансформировать эту квартиру, поменять под клиента. Это для нас большие плюсы в том, что мы это можем проект сделать быстрее, клиент может быстрее заехать, больше людей, значит, могут быть счастливы и обрести свой новый дом. Поэтому мне очень нравится работать с такими объектами. Всем советую.